Лондонский Челси хочет подписать Харри Кейна. Игроки против Тухеля. Огненная концовка в матче Интера и Атлетико Мадрид. Новый тренер Наполи. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Вальтер Мадзари покинул пост главного тренера Наполи. Вместо него команду возглавит главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцоне. Вальтер Мадзари – друг Наполи и семьи Де Лаурентис. Это болезненное прощание, потому что он пришел на помощь в трудное время. Но мы также должны учитывать, что болельщикам Наполи нужно что-то большее. Теперь давайте посмотрим на Кальцону, который работал с Сарри и Спалетти и знает 80% футболистов. Давайте поможем ему, не ставя препятствий, потому что мы знаем, что будет трудно подготовиться к матчу с Барселоной. Завтра в 8:30 утра он будет здесь со своими сотрудниками, а затем я познакомлю его с ребятами. Тогда нам придется бежать на пресс-конференцию УЕФА, хотя мы бы предпочли работать над подготовкой к матчу, сказал президент Наполи Аурелио Де Лаурентис в интервью Sky Sport. В этом сезоне это уже вторая смена тренера в Наполи. В ноябре был уволен Руди Гарсия, которого назначили перед началом сезона. Немецкое издание Bild представило список игроков Баварии, которые поддерживают главного тренера команды Томаса Тухеля и которые выступают против нахождения немецкого специалиста у руля мюнхенского клуба. В качестве футболистов, поддерживающих Тухеля, называются Мануэль Нойер, Рафаэль Герейро, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Харри Кейн и Эрик Дайер. Среди игроков, которые выступают против его нахождения в клубе, называются Йозуа Кимих, Леон Горецко, Томас Мюллер, Матейс де Ликт, Матис Тель и Серж Гнабри. По информации Флориана Плеттенберга, руководство немецкой команды не намерено вновь приглашать в клуб экс-наставника команды Ханс-Дитера Флика. По его информации, мюнхенцы рассматривают другие варианты. Сам немецкий специалист не заинтересован во временной работе и намерен рассматривать исключительно долгосрочные проекты. Все тот же Плеттенберг сообщает, что Оле Гуннар Сульшер может стать временным главным тренером Баварии. За Сульшером уже не первый год следит спортивный директор Баварии Кристоф Фройнд, но изначальный план пока в силе. Мюнхенский клуб хочет закончить сезон под руководством Томаса Тухеля. А как сообщает Bayern and Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька, Антонио Конте заинтересован в работе в Баварии. Специалист считает немецкий клуб идеальным вариантом для продолжения карьеры, так как считает Баварию одной из 3 лучших команд в Европе. Отмечается, что после работы в АПЛ и в серии А итальянский специалист хотел бы попробовать себя в Бундеслиге. Несмотря на то, что руководство Ювентуса удовлетворено работой, которую проводит главный тренер старой сеньоры Массимилиано Аллегри, оно не спешит пролонгировать трудовое соглашение с ним. Об этом сообщает Tuttosport. По их информации, итальянский специалист хотел бы продлить контракт с клубом, рассчитанный до 2025 года. Однако боссы туринского клуба намерены оценить работу специалиста в течение ближайших 2 месяцев. Подчеркивается, что решающим месяцем станет апрель. В случае, если к концу этого месяца Ювентус не продлит контракт с Аллегри, то с наибольшей вероятностью он покинет клуб по окончании сезона, несмотря на оставшийся год по трудовому соглашению. На данный момент Юве набрал 54 очка и занимает 2-е место. Грядущим летом руководство Челси намерено сделать предложение Баварии по покупке нападающего мюнхенского клуба Харри Кейна. Об этом сообщает Football London. По информации источника, шансы на переход Кейна в Челси грядущим летом возрастут в том случае, если английский нападающий не сможет завоевать в составе Баварии ни одного трофея по ходу этого сезона. Напомню, что до перехода в мюнхенский клуб минувшим летом Кейн с 2009 года находился в системе лондонского Тоттенхэма. За основную команду шпор 30-летний нападающий провел 430 матчей во всех турнирах. В них он забил 278 голов и отдал 64 голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с Баварией рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 110 миллионов евро.
Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах пропустит ближайшие 3 матча мерсисайдцев из-за травмы. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян у себя в Твиттере. По его информации, египетский футболист форсировал процесс восстановления и поторопился с выходом на поле. Салах не будет принимать участие в матчах Ливерпуля как минимум до 2 марта. Таким образом, игрок пропустит матч чемпионата Англии с Лутоном, финал Кубка Английской лиги с Челси и встречу 1/8 финала Кубка Англии против Саутгемптона. Ранее в СМИ появлялась информация, что у Салаха произошел рецидив травмы бедра, которую он получал во время Кубка Африканских наций. Марсель объявил о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом Дженнаро Гаттузо, который пришел в клуб в сентябре 2023 года. Марсель хочет выразить особую благодарность Дженнаро, а также всему его персоналу за их огромный вклад и высокий профессионализм, которые они проявляли ежедневно, и желает им удачи в дальнейшем, сказано в заявлении на официальном сайте французского клуба. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что преемником Гаттузо может стать бывший главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Жан-Луи Гассе. Ливерпуль – одна из команд, которая заинтересована в подписании вингера Реала Сосьедад Такефуса Куба. Об этом сообщает Релева. Также, по информации Mundo Deportivo, английская команда уже делала предложение по Кубу в январе, но игрок отказался переходить, аргументируя это тем, что не хочет менять команду посреди сезона. Карло Анчелотти предложил Луке Модричу войти в тренерский штаб Реала. По данным The Athletic, Модрич благодарен Анчелотти за предоставленную возможность, однако в настоящий момент его приоритетом является продолжение карьеры игрока. Отмечается, что продление контракта с полузащитником, истекающего этим летом, выглядит маловероятным, но не исключено полностью. При этом хорват еще не принял решение о своем будущем и сосредоточен на успешном завершении текущего сезона и выступлении на Евро-2024. Вчера прошел первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов в противостоянии Интера и Атлетико Мадрид. На 79-й минуте матча Лаутаро Мартинес выскочил на рандеву с Яном Облаком, но пробил прямо в голкипера. Мяч удачно отскочил к Марко Арнаутовичу, который ударом в ближний угол открыл счет. Его гол стал единственным в этой встрече. А в параллельном матче встречались ПСВ и немецкая Боруссия Дортмунд. Команды не выявили победителя. 1-1. На 24-й минуте дортмундцам удалось открыть счет. Голом отметился форвард Дониел Малин. На 56-й минуте хозяева сравняли. С 11-метровой отметки был точен нападающий Люк де Йонг.